20 января для азербайджанского народа один из самых тяжелых дней в его истории. 20 января 1990 года в Баку без предупреждения был введен контингент советских войск, которые в течение ночи, беспорядочно стреляя, ставя себе цель наказать мирное население, уничтожили 148 человек, и более 600 человек, порядка 700 человек было ранено. Также и до сих пор есть без вести пропавшие. Я хотел бы сразу оговориться, я это говорю каждый год, что мы ни в коем случае не отождествляем ту страну, то руководство сегодняшней России, сегодняшним российским руководством, сегодняшним российским народом. То, что произошло в Баку, была грубейшая политическая ошибка Михаила Горбачева и его команды. То, что произошло в Баку в ночь с 19 на 20 января, невозможно описать словами, невозможно об этом говорить спокойно. Сегодня, через 22 года, буквально кровь стынет в жилах, когда видишь эти ничем не оправданные зверства по отношению к мирному населению, по отношению просто к гражданам своей страны. И если еще вспомнить то, что мы жили в одной стране, что эти танки и оружие были направлены против граждан своей страны, то вот в сегодняшнем мире понять это просто невозможно, как это могло произойти. Но, к огромному сожалению, это произошло. И тогда, 21 января, именно в это здание, все вы видели барельеф, когда заходили в этот зал, наш выдающийся политик, общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиевич Алиев, который был тогда в опале и практически на пенсии, он пришел в это здание и уже на следующий день на весь мир объявил о том, что это репрессия против азербайджанского народа, и дал политическую оценку этому факту. Тогда, когда еще многие даже не могли сообразить вообще, что происходит в стране. И тогда первый Гейдар Алиев обозначил 20 января как точку невозврата, понимая, что в такой стране уже жить нельзя, и страна идет к своему развалу. На наше поколение выпала очень трудная доля, трудная задача видеть, как распадается огромная страна, но, наверное, в силу своей идеологии она была обречена на то, чтобы развалиться. И я должен подчеркнуть своим коллегам-послам, что, может быть, в составе 15 республик, которые были в составе Советского Союза, больше всего крови пролилось в Азербайджане. Азербайджанцы заплатили самую дорогую цену за свою независимость, за свою свободу, ценой жертвы безвинных людей, ценой жертв в Карабахской войне, которая тоже была развязана на фоне всех этих событий, на фоне бездарного политического руководства Советского Союза. Мир праху тех, кто ушел за нашу свободу, за нашу независимость. Азербайджанский народ всегда будет помнить тех людей, которые отдали свои жизни за нашу независимость. И мы должны встречаться, должны говорить, должны помнить их для того, чтобы новые поколения знали свою историю, историю своей страны, историю своего народа и понимали, через какие проблемы, через какие муки, через какие ужасные потрясения прошел азербайджанский народ, обретя свою свободу и независимость. 22 года не утихает боль. Боль связана с той несправедливостью, которая была проявлена
в отношении собственного народа. Терпению всегда приходит конец. И народ доказал, что в нужный момент может собраться воедино и дать нужный отпор внутреннему агрессору. И это произошло. С этой точки зрения, вот это событие 20 января имеет великое историческое значение. Значение объединения народа в кулак, объединения народа в понимании того, что дальнейшая совместная жизнь в этой стране невозможна. Понимание того, что мы больше так жить не будем. И миллионное население, которое вышло проводить героев 20 января, свидетельствует тому. И я должен с гордостью сказать, что московские азербайджанцы, а в то время в Москве жило 19 800 азербайджанцев, они 20 января утром были на этой улице и, как кулак, решили дать ответ всему тому, что происходило в Азербайджане. Вы знаете, в то время была жесточайшая блокада информационная. Наша славная печать, СМИ умело врал, обманывал не только свой народ, но и мировую общественность. И азербайджанцы в этом здании создали свой оргкомитет, и в течение 12 дней, в день, 3-4 проводя пресс-конференции, донесли до мировой общественности ту правду, которая происходила в Азербайджане. Смогли отправить в Азербайджан группу телевизионщиков из Франции, из ТВ-5, которые снимали многие кадры из их работы. Весь вопрос в том, что мы и в Москве показали, что можем в нужный момент объединиться и сказать свое слово. Свое слово сказали, когда мы вручали в ЦК свое обращение, и где осуждали действия советского правительства во главе с Горбачевым. Когда мы обращались в организации ООН, обращались в мировой общественности, устраивали шествия, демонстрации и в здании телеканала телевидения, и в Генштаб, ТАСС и ТАРТАСС и другие учреждения. В этом принимал участие буквально все азербайджанцы. Пятидесятичная демонстрация, которая была проведена 23 числа, 21 числа, свидетельствует тому. Я долго не хочу отнять у вас время, внимание, потому что, на самом деле, очень тяжело все это переосмыслить, но я хочу закончить свое выступление обращением, которое было направлено в то время мировой общественности. Мы тогда обратились к депутатам от Азербайджанской республики и просили их: вы многое могли сделать, но, к сожалению, не в ваших силах было выполнить вашу задачу, которая уполномочила вас, наш народ. Но вы можете все-таки оказать услугу своему народу, сдав депутатские мандаты. Этим вы вернете себе уважение общества. А люди, которые заменят вас на трудном посту, должны отличаться от вас хотя бы двумя главными качествами – компетентностью и решительностью.